утро. Меня зовут Маргарита Кудрявцева, я работаю маркетологом в команде маркетинга розницы. И сегодня я расскажу вам о том, как из одного успешного кейса с использованием инструментов BTL-маркетинга создать эффективно работающую систему, которую можно транспонировать на сеть пиццерий для привлечения новых клиентов на высококонкурентном рынке. В ноябре 2017 года был запущен проект Ясенева. 8 промоутеров в оранжевых плащах вместе с Федором Овчинниковым раздавали людям на улицах листовки с предложением попробовать нашу пиццу. Запуск проекта Ясенева показал, что инструменты BTL-маркетинга работают и приносят ощутимый результат в виде новых клиентов. Уже через неделю после запуска промо на Ясенева количество новых клиентов на пиццерии Москва 011 увеличилось более чем в 2 раза. На момент запуска Ясенева результаты по количеству новых клиентов в наших уже работающих пиццериях без поддержки промо были следующие. Это при ключевых 200-250 новых клиентов в неделю у молодой и растущей пиццерии. Проект Ясенева показал, что инструменты BTL работают в рамках одной пиццерии, и нам необходимо создать эффективно работающую систему, которую можно будет масштабировать на сеть пиццерий для привлечения новых клиентов. И тогда мы задали себе вопрос, как мы можем эффективно тиражировать это крутое решение и развивать системный подход при работе с инструментами BTL-маркетинга. При создании системы мы выделили для себя следующие ключевые направления. Первое – это, конечно же, люди, создание команды. Далее – управление, выбор локаций для эффективной работы промо и, конечно же, ключевые метрики по эффективности. Люди – это основа любого успешного проекта. И главная задача здесь перед нами стояла найти персонал, промоутеров, ответственных ребят, которые бы соответствовали нашему бренду и умели заряжать своим позитивом и классной энергетикой людей на улице. Ведь очень много людей первый раз пробуют Додо именно благодаря тому, что однажды вечером кто-то нашел у себя в кармане яркую листовку с нашим промо. Мы начали поиск персонала. Использовали мы для этого все источники, начиная от стандартного сайта Авито и публикации объявлений по поиску работы в группе ВКонтакте и заканчивая акцией «Приведи друга». Весь найденный персонал необходимо было обучить. И уже после первого собеседования в пиццерии будущие промоутеры могли продемонстрировать свои навыки в коммуникабельности и в умении контактировать с незнакомыми людьми, выходя на улицу. Супервайзер очень подробно объясняет каждому кандидату в промоутеры, какая интонация, громкость голоса должна у него быть при проговаривании речевки и на каком расстоянии он должен находиться от человека при предложении эту листовку взять. Мы разработали пул управленческих документов для работы промоутеров. Это были инструкции работы на смене, это были контрольные листы наблюдения, это были алгоритмы для решения сложных и конфликтных ситуаций. Все эти инструменты работают у нас и по сей день, мы совершенствуем текущее и добавляем новые, если нужно. Качество работы. Ежедневно на каждой нашей точке, где работает промо, мы отслеживаем качество работы промоутеров. Делаем мы это инкогнито, составляя фото или даже видеоотчеты. Если промоутеры работают некачественно, они неактивны, пропускают поток, собираются в стайки и болтают, не проговаривают речевку, все эти недостатки мы фиксируем в нашем чек-листе и исправляем все недочеты на месте и незамедлительно. Промоутеры рассматриваются как временный персонал, временная работа, но всех наших сотрудников мы стараемся сделать постоянными, поэтому мы премируем их за хорошее качество работы, постоянно устраиваем какие-то конкурсы, конкурс на лучшего сотрудника, дарим подарки и, конечно же, поздравляем победителей на нашей стене в группе ВКонтакте. С каждым промоутером мы работаем индивидуально, собираем обратную связь, следим за качеством работы каждого и недавно внедрили выходное собеседование при увольнении. Далее перед нами стояла задача сформировать эффективную модель управления всеми промоутерами, начиная от поиска персонала, составления графика и заканчивая начислением и выплатой заработной платы. На сегодняшний момент наша команда BTL-маркетинга выглядит следующим образом. Руководитель направления развивает систему в целом и занимается проектными задачами. 2 супервайзера в Москве и 1 супервайзер в Санкт-Петербурге организуют бесперебойную работу промо на точках и анализируют показатели эффективности. Инструкторы – это те же промоутеры, только старшие на смене. Они начинают смену, встречают персонал, выдают промо-форму, листовки и следят за качеством работы на точке в целом. Часы работы.
Рабочая смена у наших промоутеров начинается в 16:00 в будние дни и в 15:00 в выходные. Длится она 4 часа с 10-минутным перерывом после 1,5 часов работы в зимнее время суток и после 2 часов работы в летнее время. Качество работы. Ежедневно каждый промоутер объезжает все подотчетные ему точки и смотрит, как промоутеры выполняют свою работу. Все недочеты он фиксирует в чек-листе. Также супервайзер проводит инвентаризацию на складе, пересчитывает листовки в промоформу и следит за тем, чтобы новенькие промоутеры-стажеры очень быстро вливались в коллектив и работали эффективно. Всю коммуникацию в нашем рабочем процессе мы проводим через общие чаты ВКонтакте. Также с каждым промоутером мы держим связь лично по телефону и сделали нашу группу ВКонтакте, которая называется Dodo Промоутеры. Здесь на стене мы публикуем важную рабочую информацию, делимся успехами, ну и поощряем наших лучших сотрудников. Мы постоянно находимся в поиске новых и прикольных решений при создании промо-формы для ребят. Мы экспериментируем с макетами жилетов, закупаем плащи и ветровки разного качества, цвета, текстуры ткани и даже создаем какую-нибудь прикольную атмосферу концептуальными костюмами. Так, например, на Новый год мы переодеваем наших промоутеров в Дедов Морозов. Мы стремимся к тому, чтобы промоутеры работали с нами постоянно, и поэтому, если промоутер работает с нами более чем 5 дней в неделю, мы начисляем ему премию за постоянство. Локация. Выбор локации – это один из ключевых показателей, который влияет на эффективность работы промо. Мы постоянно находимся в поиске самых эффективных точек в зоне работы наших пиццерий. Основным нашим ориентиром является мощный трафик по направлению к пиццерии или по направлению в район. Трафик мы пересчитываем самостоятельно, делаем мы это вручную и в разное время суток для выбора эффективного режима работы точки. Мы постоянно анализируем локацию и ищем новые точки. Важными для нас объектами являются крупные торговые центры, ярмарки выходного дня и торговые площадки. В зависимости от выбранной локации мы назначаем время работы промоутера. Это могут быть дневные смены, которые начинаются в 16:00, либо утренние смены, которые начинаются в 8 утра. При работе с промоутерами мы определили для себя следующие показатели эффективности. Это, конечно, количество активаций по промокоду с листовки, количество новых клиентов, стоимость нового клиента и такой показатель, как укомплектованность графика. Ведь чем больше промоутеров будет у нас в штате, тем больше часов они будут отрабатывать, и, следовательно, мы будем получать большее количество активаций. Все наши пиццерии мы сегментировали по следующим признакам: по возрасту, по эффективности инструмента промо на точках и по потенциалу локации. Анализируя все эти показатели, наши пиццерии делятся на 3 группы. Первая – это пиццерии старше 1 года с очень высокой стоимостью нового клиента. Эти пиццерии мы от промо отключаем. Далее пиццерии, которые работают старше 8 месяцев, и у них наблюдается высокая стоимость клиента в прогрессе. Эти пиццерии мы переводим на график работы 3 дня в неделю. И третья группа – это молодые, недавно открывшиеся пиццерии, которые работают с промо 7 дней в неделю, и на них мы постоянно ищем новые точки для работы и новые решения. А теперь давайте вернемся к нашим стартовым показателям по количеству новых клиентов на пиццериях, которые работали у нас до запуска Ясенева. После того, когда на этих пиццериях мы запустили работу промо, показатель по количеству новых клиентов был таким. Глядя на эти цифры, мы поняли, что мы на правильном пути и мы должны развиваться дальше. На сегодняшний момент все наши 19 пиццерий розницы работают при поддержке промо. В Москве и Санкт-Петербурге промоутеры работают круглогодично, в Сыктывкаре в зависимости от сезона. Сейчас в нашем штате около 70 промоутеров, и большинство из них это наши постоянные сотрудники. 4 супервайзера постоянно курируют работу наших промоутеров. Мы видим потенциал этой системы и видим, что она работает, и поэтому стараемся улучшать работу BTL-инструментов и по другим направлениям. Так мы организуем дегустацию пиццы в офис, распространяем листовки в почтовые ящики, работаем с мероприятиями и, конечно, мы всегда открыты для экспериментов и ищем новые каналы для продвижения. Для нашей команды нет границ, и мы готовы из любой классной идеи и любого успешного решения создать систему, которая будет работать. Поэтому подключайте BTL, любите промоутеров, а я передаю слово Тамаре Шейдулиной.